Ребята, всех приветствую. Сегодня мы будем готовить бараньи ребра вот в таком вот афганском казане. А готовим мы у меня на даче. Я строил вот эту вот беседку, она еще не законченная, но уже не терпится что-нибудь приготовить. Здесь мы построили вот такое вот замечательное барбекю, а также построили помпейскую печку, где мы будем готовить на дровах. И впереди нас ждет много нового и интересного. Так, а для начала мы сейчас откроем наш афганский котел. Это что-то вроде скороварки. Тут готовится блюдо под давлением. Вот так он выглядит изнутри. Вот я вам показываю. Сейчас мы нарезали в первую очередь лук и отправляем его на дно казана. Так, после того, как мы загрузили туда лук, будем сейчас загружать наши вот такие вот замечательные пистолетики. Те, что с жиром побольше, ставим их вниз. Самый низ. Так, следующий слой у нас пойдет уже картошка с морковкой. Картошку будем нарезать крупно. Она у нас и так мелкая. И будем загружать. Вот такая картошка. Будем резать ее на 2 раза. На половинки вот такие. Так, затем мы сейчас нарежем нашу вот такую замечательную морковку. Тоже будем ее нарезать довольно-таки крупно. Так, давайте перейдем к нашему болгарскому перцу. Он тоже нашему супчику, я думаю, не помешает. И вот один красный тоже возьмем. Итак, ребята, мы загрузили лук, потом мы загрузили ребрышки, барашки. Теперь потом мы загрузили после ребрышек картошку, морковку. Теперь очередь болгарского перца. Барашка молодая была. Так, поверх болгарского перца мы теперь добавим еще ребрышек. Вот эти такие маленькие ребрышки, вот такие обрезки, шашлычники называют семечки. Они их жарят и уже грызут как настоящие семечки. Так, пришло время сейчас наших специй. Посолим это все хорошо. Это все дело по краям, по стенкам котелка, чтобы до всего дошло, до каждого нашего ингредиента. Перец молотый. Кстати, баранина очень сильно любит перец, имейте в виду. Закинем пару листиков лаврового листа.
Вы представляете, это что за бомба будет? Вы представляете, какая здесь произойдет химия вкусов? Здесь будет просто взрыв всяких вкусовых качеств, которые будет выдавать каждый ингредиент от себя лично. Так, закинули мы сюда немного лаврового листа. Теперь мы это все поперчили. Все, у нас котелок заряжен. Давайте добавим воды. Воды добавляете в зависимости от того, сколько хотите получить бульона. Я хочу получить бульона побольше, но учтите, что каждый ингредиент в этом котелке, так как готовится под высоким давлением, будет максимально выдавать свой сок. Это будет лук отдавать свой сок, мясо, картошка, морковка, все отдаст свой сок. Плюс еще вы доливаете воду. Друзья, я налил туда 3 литра воды, чтобы получить побольше бульона, так как я думаю, он получится очень вкусным. И последний ингредиент, чуть не забыл, это наш помидор. Он тоже даст очень такой отличный вкус супчику нашему. Вот такой вот сочный помидор, шикарный. Так что он не помешает, это точно. Давайте, ребята, я вам покажу, как мы это все собрали в этот котелок, укомплектовали. Сейчас мы закроем крышку и поставим его на наше барбекю, где уже разгорелся настоящий костер. Кстати, ребята, угадайте, на какое количество литров у меня этот котелок. Напишите в комментариях. Таким вот образом мы его закручиваем. Все, думаю, достаточно. Проверяем клапана. Все, работают. Они будут автоматически лишнее давление выпускать. А потом, когда все приготовится, мы вилочками поденем их и выпустим полностью весь пар и давление до минимума. Так. Все. Наша пушка заряжена. Можно ее уже ставить на огонь. Все, вот мы наш котелок уже зарядили, закинули на костер. И я думаю, в таком состоянии, при таком костре, я думаю, хватит примерно 30, максимум 40 минут, и все будет готово. Ждем. Цеп, 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 цеп. Цеп, 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 цеп. Все.
Вот раз, вот это раз, и вот здесь второй. Они, когда есть давление уже чересчур бывает, она сбрасывает, лишнее давление сбрасывает, но все равно под давлением находится. Очень горячая. Так, вот эти клапана, которые автоматически сбрасывают лишнее давление. А сейчас мы при помощи этих двух вилок полностью сбросим все давление и весь пар выйдет. Пар мы выпустили, теперь открываем крышку. Вот. Котелок очень горячий. Так интересно, вот сейчас кульминационный момент. Аж уплотнитель выскочил. Получилось то, что должно было получиться. Вот что у нас получилось, товарищи. Вот такая вот красота. Давайте я буду сейчас накладывать. Вот такая вот красота получается. Сейчас картошечку зацепим еще одну. Так, сюда мы добавим еще зелень. Это у нас кинза. Вот прям так по-сельски ее мы нарвем. Вот так, вот так. Мы же мужчины, мы любим грубо все делать. И вот так красиво. Вот так тоже можно сделать. Я думаю, не помешает. Вот что у нас получилось. Это главный дегустатор. Это сегодня главный дегустатор мой отец и его товарищ дядя Нариман. Они вообще непревзятые жюри. Я думаю, они скажут правду. Вот, пожалуйста. Благодарю. Вот хлеб берите, товарищ. Надо пробовать. Бесподобно, бесподобно. Только честно, дядя Нариман. Я что, вру, что ли? Нет. Я чуть-чуть сюрприз добавлю. Бульон бесподобный. Сейчас попробуем мясо. Бульон просто сказка. Все сделано умелыми руками. Четко, красиво, очень вкусно. Дай Бог ему здоровья. На здоровье, дядя Мясо во Нариман. рту тает. Да. Ну, во-первых, и ягненочек молодой. Ну и мясо, честно сказать, получилось тоже очень вкусно. Сейчас я тоже попробую. Не зря мы все лето эту беседку строили, да? Бисмилля. Получилось, что не зря. Что он делается? Дорогие друзья, вот я сегодня поделился с вами таким рецептом.
как можно приготовить вкусный суп из молодого ягненка в афганском котелке. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы не подписаны. У нас помимо видео рецептов бывает еще много разного интересного. Так что каждому подписчику мы рады и стараемся снимать качественно для вас. Целую беседку построили для того, чтобы снимать видеорецепты. Всего доброго, всем удачи!